Глава 96. Селянь. Но принц так и не успел закончить фразу. Хуачен слегка приложил силу, и по ступне наверх взвелась резкая боль. Селянь невольно попытался отдернуть ногу. Действия Хуачена оставались предельно аккуратными, да и для принца какой-то укол не представлял ничего особенного. Вот только по неизвестной причине перед Хуаченом он будто бы не мог скрыть, что чувствует боль. Возможно, все из-за фразы, которую тот произнес минуту назад, и теперь, как бы сильно принц не хотел сдержаться и не показывать эмоций, все попытки оказались безуспешны. Ощутив, что Селянь дернулся, как бы пытаясь съежиться, Хуачен крепче сжал его за лодыжку и тихо произнес: «Все в порядке. Сейчас пройдет. Не бойся». Селянь покачал головой. Хуачен принялся действовать еще осторожнее и проявил невероятную скорость, когда он снова поднял руку, так, чтобы Селянь мог увидеть, в его пальцах уже блестела тонкая игла. Ну вот и все, порядок. Селянь пригляделся внимательнее и увидел, каким недобрым светом сверкает иголка. Хуачен мягко сложил пальцы в щепоть и превратил ее в струйку черной ци, которую развеял по воздуху. Селяня эта картина заставила отложить пока все беспокойства в сторону и с серьезным видом произнести: «Какая тяжелая темная энергия». Обычный дух нерожденного не может обладать столь мощными магическими силами. Хуачен поднялся и ответил: «Да». Значит, этот дух наверняка умер непростой смертью. В тот же миг в зал вошел мужчина с маской на лице. Склонив голову, он обеими руками протянул Хуачену глиняный сосуд. Селянь невольно потянулся взглядом к запястью подручного, чтобы проверить наличие проклятой канги, однако на сей раз рукава одеяний мужчины прилегали слишком плотно, и ничего разглядеть не удалось. Хуачен взял сосуд одной рукой, быстро оглядел и передал сидящему на черной кушетке селяню. Принц издалека услышал внутри приглушенный детский плач и заметил, как покачивается сосуд на руке Хуачена, будто бы что-то пытается оттуда выбраться и в бешенстве бьется о стенки. Казалось, малейшая неосторожность, и сосуд разобьется, поэтому следовало быть начеку. Но когда принц взял сосуд в руки и чуть приподнял край крышки, чтобы заглянуть внутрь, по его спине пробежал холодок. Селянь увидел свернувшееся в комок существо, напоминающее заготовку для скульптуры младенца. Руки и ноги у него уже обрисовались, однако пока бессильно висели, а голова и вовсе расплылась темным пятном. С виду он походил на какой-то уродливый внутренний орган. Это его истинная форма. Селянь сразу же захлопнул крышку. Вот оно что. Ему доводилось слышать о случаях, когда некто разыскивал беременных женщин на небольшом сроке, живьем вырезал плод из их чрева и превращал нерожденное дитя в демона, чтобы совершать магические обряды для причинения вреда врагам или же собственной защиты, а также в качестве оберега, изгоняющего нечисть из дома. Выходит, дух — порождение именно такого темного ритуала. А также велика вероятность, что его мать являлась последовательницей селяня, иначе не стала бы хранить защитный талисман из храма наследного принца среди одежды будущего ребенка. Проведя некоторое время в молчании, Селянь произнес: «Сань Лан, раз духа изловил ты, не будешь ли возражать, если я ненадолго заберу его для расследования некоторых фактов? Ранее я уже сталкивался с ним на горе Юцзюнь, значит, это уже вторая наша встреча. Не уверен, совпадение это или между двумя событиями существует связь». Хуачен ответил: «Хочешь забрать, так забирай, к чему спрашивать? Все же, если бы я не появился там, ты бы точно так же смог его поймать». Селянь улыбнулся: «Все так, но ведь Сань Лану это удалось намного легче, чем пришлось бы мне». Он сказал это без всякого умысла, однако в ответ услышал: «Правда». «И что же ты намеревался сделать, не появись я вовремя?» Позволить духу поселиться у себя в животе, а следом проглотить меч. Хуачен в точности угадал план принца. На лице его при этом не отразилось ни намека на недовольство, однако селяню отчего-то показалось, что тот немного рассержен. Интуиция подсказала принцу, что если ответить на вопрос неверно, Хуачен разозлится еще сильнее. Не зная, как справиться с возникшей ситуацией, Селянь вдруг ощутил, как впал живот, и тут же неподконтрольно выпалил: «Я немного проголодался».
Слова уже прозвучали, когда Селянь вдруг осознал их смысл и в смущении не посмел даже взглянуть на выражение лица Хуачена в тот момент. Пришлось честно объяснять, на этот раз я в самом деле проголодался. После недолгой паузы Хуачен наконец прыснул со смеху. А стоило ему рассмеяться, и с лица Селяня будто развеялась мгла, он испустил вздох облегчения. Хуачен же, полусмеясь, полувздыхая, кивнул: «Хорошо». Сначала Хуачен собирался остаться в доме блаженства и устроить пир, но Селянь, услышав слово «пир», счел его слишком уж помпезным и сам предложил выйти прогуляться, а заодно найти местечко, где можно перекусить. Хуачен ответил согласием. В доме блаженства оказалось довольно тепло, поэтому промокшая насквозь одежда на них вскоре высохла. Однако Селяню все же пришлось попросить у Хуачена комплект чистых белых одеяний, поскольку женское платье на нем излишне привлекало внимание. Затем, переступив порог, они отдалились на довольно приличное расстояние от дома блаженства, однако все еще продолжали слышать доносившийся из сосуда плач духа нерожденного, который то и дело звал маму, проявляя поразительное упорство. Но поскольку в призрачном городе и без того повсюду раздавался вой и плач демонических созданий, крики духа ребенка, что совсем неудивительно, вскоре потонули в этом гвалте. На улицах призрачного города по-прежнему стоял необыкновенный шум, по обеим сторонам теснились лавочки, в которых продавались местные особые закуски. Демоны неизменно оставались демонами, однако теперь Селянь заметил, как сильно поменялось их отношение к нему по сравнению с прошлым посещением призрачного города. Хуачен шел рядом с ним, плечом к плечу, и весьма причудливого вида хозяева ловчонок все как один встречали их широкими улыбками и наперегонки приветственно кивали, едва не сгибаясь в 3 погибели. Селяню происходящее почему-то напомнило одну фразу: «Лиса пользуется могуществом тигра». Помимо взоров, устремленных на Хуачена, сотни и тысячи пар глаз направили пылающие еще более горячим интересом взгляды к Селяню, будто пытаясь разглядеть, угадать, что же это за личность, которой позволено ступать наравне с хозяином призрачного города. Принц начал подозревать, что принял неверное решение, предложив прогуляться. Однако Хуачен, постоянно находящийся среди бурлящего потока всевозможной нечистой силы, привычно относился к всеобщему вниманию, поэтому лишь спросил: «Чего бы тебе хотелось отведать, Селянь?» Наконец, разглядев среди лавок одну, где продавали что-то не слишком экзотическое, подумал: решим проблему без лишних промедлений, и ответил: «Пойдем туда». Хуачен возразил: «Это неподходящее место». Селянь удивился, почему Хуачен не ответил, лишь жестом пригласил принца заглянуть в лавку. Селянь последовал совету, и хозяин заведения, увидев посетителей, весь в предвкушении взволнованно потер ладони, как будто только и ждал дорогих гостей, а затем принялся старательно протирать столы и стулья. Вот только для протирки поверхностей пользовался он исключительно собственным языком. Несмотря на то, что облизанная им посуда переливалась хрустальными каплями и сверкала чистотой, Селянь все же решительно отверг собственное предложение и поскорее вышел прочь. Пройдя пару шагов, он увидел еще одну лавочку, на этот раз чистую и опрятную харчевню, где готовили куриный бульон. Вывеска у входа гласила: «Варим традиционный суп на медленном огне из местной домашней куры. Подаем только свежесваренное, чистоту гарантируем». Принц остановился у лавки, а тут подают куриный суп. «Может, закажем по чашке?» Хуачен вновь ответил: «Тоже не подходит». Селянь не стал возражать, только спросил: «Проблема в тарелках или в курице?» Хуачен вместе с ним вошел в лавку и приподнял шторку, отделяющую основное помещение от кухни, делая знак «взглянуть». Селянь с любопытством просунул голову за шторку и вмиг лишился дара речи. Посреди кухни стоял большой котел, под ним пылал огонь, над ним клубился пар, а в нем с большим удовольствием плескался и мылся рослый демон, на голове которого красовался красный петушиный гребень. У котла редком теснилось множество ведер, в содержимом которых угадывались соль, перец, пряные травы и другие приправы. Из зала раздался крик посетителя: «Хозяин, добавь соли!»
Слишком пресно, не отрываясь от омовения в котле, демон схватил горсть соли из ведра и принялся натираться ею, затем потер мочалкой спину, чтобы вкус был еще ярче. А потом протяжно выкрикнул «Кукареку», Селянь опустил шторку и молча вышел. Они сделали большой круг по ночному городу, пока, наконец, не нашли харчевню с вывеской «Подлинные деликатесы мира людей». Конечно, слово «подлинные» показалось Селяню требующим выяснения, ведь, насколько ему известно, повара в мире смертных никогда не готовили шашлык из мяса крупных демонических зверей, на которых весьма сложно охотиться. Впрочем, в сравнении с другими, это заведение уже казалось ему верхом нормальности. Они вдвоем уселись за стол, а толпа демонов, что следовало за ними уже довольно давно, немедля окружила их и принялась в высшей степени любезно предлагать различные закуски вдобавок к заказанным кушаньям. «Градоначальник, не желаете ли свежайшего окорока?» «Только завезли», — прогрохотал мясник-вепрь. На его плече болталась бледная человеческая нога, по которой он вдобавок звонко похлопывал. Демоны обрушились на него: «Прочь, прочь, прочь! Разве друг нашего градоначальника пожелает съесть подобное? Ты что, принял его за лазурного демона? Да он скорее согласится отведать твоего окорока, а кровищей то несет». Смотри, как бы гостю не сделалось дурно, но вепрь в самом деле задрал собственное свиное копыто, и если градоначальник и друг градоначальника того желают, я не пожалею своей ноги, а отрежу, коли будет велено. Я вам вот что скажу, у меня окорок, что надо, Селянь, пытаясь скрыть рвущийся наружу смех, опустил голову в чашку с отваром и принялся пить. Хуачен и вовсе не удостоил шумящих вниманием, поэтому демоны направили все свое пылкое гостеприимство на селяня, наперебой выкрикивая: «Местная особая закуска, сок, выжатый из мозгов». Отборные мозги оборотней высшего уровня, каждый провел в совершенствовании не менее 50 лет. Только понюхайте, какой аромат, отличная утиная кровь, кря. Взгляните, кря. Только-только сам себе пустил, кря. Отведайте, кря, плоды у нас в лавке, самые правильные могильные плоды. Те, что выросли не на телах покойников, мы даже не срываем. Не обманем ни ребенка, ни старика, всевозможные яства подносились селяню, так что у принца разбегались глаза, и он то и дело отвечал «спасибо». Ему было крайне неудобно отказывать демонам, что приняли его столь радушно, но все же некоторые закуски откровенно отталкивали своим видом. Совершенно растерявшийся принц перевел взгляд на Хуачена, который глядел на него, подперев щеку рукой и слегка посмеиваясь. Селянь посмотрел по сторонам, тихо кашлянул и шепотом сказал: «Сань Лан». Хуачен наконец ответил: «ГГ, не обращай на них внимания. Они так беснуются, потому что ты гость». Кто-то из демонов немедля возразил: «Градоначальник, ни в коем случае не возводите на нас напраслину. Ведь далеко не каждый вызывает у нас такое волнение. И если градоначальник нам отец родной, то ГГ градоначальника, наш старший дядюшка, ага». Старший дядюшка изволил почтить нас своим визитом, как тут не бесноваться, Селянь, не зная, плакать ему или смеяться, подумал, что за ерунду они городят. Хуачен тоже прикрикнул на демонов: «Что за ерунду вы городите? Захлопнитесь!» Демоны тут же спохватились: «Слушаемся». «Градоначальник, вы совершенно правы. Мы уже захлопнулись». И он не старший дядюшка, как вдруг стайка хихикающих в сторонке демонесс, наконец не выдержав, быстро прощебетали: «Ах! Это разве не тот монах-заклинатель, который в прошлый раз сказал Ланчан, что бессилен?» Селянь забрызгал стол отваром, прыснувшим изо рта. Толпа демонов, будто обнаружила какой-то потрясший небеса секрет, буквально взорвалась: «Ай-яй, мамочки мои! И правда, это он, точно он!» Ланчан тогда всему городу об этом растрепало, более-менее понятливые демоны тут же бросились затыкать рты болтунам, но Хуачен наверняка все расслышал. Селянь сразу поднял на него глаза и увидел, что тот, вздернув бровь, смотрит на него взглядом, смысл которого сложно разгадать. Казалось, в данный момент он пытается понять, что означает слово «бессилен», произнесенное в отношении селяня. В
прошлый раз, когда принц бросил первую пришедшую на ум отговорку, чтобы отделаться от приставучей женщины, повстречавшейся ему на улицах призрачного города, он вполне спокойно воспринял насмешки, которыми осыпали его демоны. Но теперь, когда тот случай выплыл наружу при Хуачине, ни о каком спокойствии не могло идти и речи. Селянь всем сердцем желал сейчас подавиться отваром и потерять сознание, тем самым избежав неловкой ситуации. Создавалось ощущение, что Хуачен весьма терпеливо ждет конца фразы. Но что принц мог сказать? С самым серьезным видом пуститься в объяснение, что на самом деле вовсе не бессилен, все, на что хватило селяня, это добавить: «Я наелся», он ведь на самом деле наелся, и тут же поднялся из-за стола, чтобы поскорее покинуть харчевню. Толпа демонов за его спиной, придерживая блюда с местными закусками, в приготовлении которых они вложили все свое умение, заголосила: «Ваше превосходительство! Вы ничего больше не желаете». Хуачен направился вдогонку за селянем, по пути небрежно обернулся и снова повелел: «Прочь», и демоны второпях опять покатились прочь. Селянь какое-то время брел, не разбирая дороги, и лишь убедившись, что демоны не последовали за ними, замедлил шаг, чтобы дождаться Хуачена. Вскоре тот подошел, заложив руки за спину, и совершенно серьезно обратился к принцу: «Я и не знал, что ГГ страдает подобным недугом». Селянь тут же выпалил: «Нет». Затем беспомощно добавил: «Сань Лан». Хуачен кивнул: «Хорошо. Сань Лан все понимает. Больше я не затрону эту тему». Он всем своим видом излучал послушание и понимание, однако, весьма очевидно, притворное. Селянь произнес: «Ты совершенно неискренен». Хуачен рассмеялся: «Я клянусь, на целом свете ты не найдешь никого более искреннего, чем я». Услышав знакомый ответ, Селянь тоже рассмеялся. Затем вновь сделался серьезным: «Сань Лан, тебе известно, где находится храм Тысячи Фонарей?»